Итак, всем доброй ночи. Как я вам говорила уже не раз, у каждого языка есть своя сила. Называется это вибрация языка, называется энергия языка. У каждого языка есть своя сила. Есть язык с энергией пустыни, и не случайно, например, народы, кочевые народы, которые заселяют страны, через некоторое время эта территория начинает становиться полупустыней. Если мы сядем и посмотрим, территория многих азиатских стран, то есть среднеазиатских стран, когда-то была более такой, знаете, цветущей, но со временем начала превращаться в полупустыню. Высыхание пошло. Почему это происходит? Потому что, например, в азиатских странах, на этих землях, взамен на местное население, которое было, скажем, оседлые, приходят кочевые народы. Это естественный исторический процесс, это нормально, в принципе. Но наш мир, наша планета, наша Вселенная – это энергии, различные энергии. И звук тоже энергия. Именно поэтому слово, звук, манера произношения в магии имеет очень большое значение, на каком языке ты это скажешь, каким образом, каким тембром голоса это будет произнесено. От этого зависит, как оно сработает. Даже от этого зависит. Поэтому есть шепотки, есть ритуалы, которые произносятся в полголоса, есть работы, которые нужно читать громко и прочее, прочее. Есть работы, в которых несколько раз нужно читать громко, несколько раз низко, несколько раз шепотом. Это значит пробуждать силы 3 измерений. Духи некоторые слышат шепот, и громкие звуки для них непривычны. Они, если вы их будете звать громко, крича там, они вас не услышат. Есть духи, которые слышат только громкий призыв и на шепот не откликаются и так далее. Вот этому я вас и учу. Так вот, вот эти страны, в котором было население кочевых народностей, со временем начали превращаться в полупустыни, потому что местность не получала вибрацию, энергию голоса оседлых народностей. У них совершенно другая энергия. Она подпитывает, она призывает к подпитке, потому что тысячелетиями живя там, становясь одним целым с этой землей, они совпадают по энергии. Когда приходят народы кочевые, у них в основном тюркский диалект. Тюркский язык, он пустынный язык, язык пустыни, потому что народности жили в пустынях, полупустынях, в степях и так далее. И их вибрация языка призывает пустыню, понимаете? Не желая того, не хотя этого, не специально, но каждый язык имеет свою энергию. Я уже говорила и повторяюсь, что вот на языках тюрков и монголов, естественно, который у них про язык, это алтайский язык вообще, тюркский, очень хорошо призывать духов, например, вот тех же степей, тех же пустынь. Очень хорошо призывать внезапную удачу, потому что тюрки, монголы и так далее, они надеялись на внезапную удачу. Они жители пустынь, жители, скажем так, полувысохших земель, и они должны были надеяться на удачу, по-другому бы не выжили. Поэтому их язык привык призывать внезапную удачу, вот в данный момент сейчас, и получать это. Но в то же самое время на тюркском языке очень хорошо работают проклятия. Арабские заговоры проклятия очень хорошо работают. Почему? Потому что язык пустыни, пустынных народностей, он, как бы сказать, именно призывает опустошение, понимаете? Абсолютное опустошение. Дальше. Язык, например,
индоевропейских народностей, в частности армяноидов. Это народы оседлые и народы созидатели. Греки, персы – это народы созидатели. Их язык немножко обладает, ну не немножко, а очень даже сильно обладает совершенно другой энергетикой. Энергетикой созидания. Но в то же самое время это немножко язык страдальческий, потому что за многие века их язык настолько привык именно вот к этим страдальческим обращениям к Вселенной, что немножко язык страдальческий, но в определенных случаях он очень силен. А именно, смотрите, как врачеватель язык. То есть заговоры греков, армян, они направлены на исцеление или снятие страданий. Именно поэтому в моих работах, когда вы берете, например, делаете ритуалы исцеляющие, да, целительные ритуалы, и говорите, что вот очень хорошо работают грузинские ритуалы исцеления, армянские ритуалы исцеления и так далее. Кстати, грузинский язык тоже относится к таким. Это не группа армяноидных языков, это картвельский язык. Но он тоже относится вот к этой вот серии языковых групп, где в основном исцеление. То есть тоже народ, который прошел много страданий, и направленность энергии языка грузинского тоже направлена на исцеление, снятие боли, страданий. То есть, видите, вот каждый народ, каждый этнос вносит свой вклад в магию, в язык магии, в слово, в заговор и прочее, прочее. Обладает разной вибрацией, обладает разной энергией. Я как-нибудь про это сниму, более подробно как-то расскажу. А пока в данный момент давайте перейдем после такой маленькой лекции, в принципе, полезной, нужной, перейдем на следующую часть. Это спасительные слова грузинских ведьм. О грузинской магии я снимала уже не раз. Грузинские ритуалы, работы я давала вам не раз. В частности, очень хвалят к богине Мзекала. Говорят, что очень сильно оздоравливает и омолаживает, особенно лицо. Так что найдите и испробуйте. Это стоящая работа. О пантеоне грузинских богов я тоже снимала. Одним словом, я не сразу же вам как бы дарю эти ритуалы. Перед этим очень много работ ознакомительных для того, чтобы вы поняли, что это за культура, что это за этнос, какое направление магии там в основном рабочие и так далее. Теперь я хочу сегодня вам подарить спасительные слова грузинских ведьм. В грузинском языке тоже определенное слово может, скажем, описывать целое действие. Но в грузинском языке, вот в спасительных словах именно грузинских, отличие в том, что здесь не всегда одним словом достаточно высказать желание. Но таким маленьким, коротким, скажем, словосочетанием, связкой слов можно добиться того, что ты хочешь. Кстати говоря, дорогие друзья, возьмите, перепишите и пользуйтесь, потому что уже всего лишь я несколько дней как дала эти спасительные слова. Да? Это слова-скоропомощники, слова, которые поневоле иногда мы произносим, не понимая, откуда их происхождение. Но не обо всех, конечно, люди знали. Так вот, очень довольны люди, потому что они сработали быстро. Не всегда есть время делать ритуалы, не всегда есть время делать какие-то обряды, читать заговоры. Иногда помощь нужна сразу же. От опасности. Если вы чувствуете какую-то опасность, если вы чувствуете, что за вами ночью кто-то идет, мало ли всякое. Если у вас дома назревает конфликт и может плохо закончиться. Одним словом, от опасности. Сохранные спасительные слова.
шепотом говорите, слышно, то есть еле слышно для себя. Шави хвавзе те 3 чеми. Еще раз. Шави хвавзе. Ну, я произнесу, конечно, хвавзе, вы не скажете. Шави хвавзе те 3 чеми. Этот звук х в русском языке не существует, поэтому х. Еще раз. Шави хвавзе те 3 чеми. Уговорить, чтобы поставили зачет, уговорить, чтобы пустили там что-то сделать, уговорить человека за вас заступиться. Вообще уговорить, чтобы было по-твоему. Для себя тихонько шептать. Да, кстати, столько раз, пока не будет ощущения спокойствия. Когда наступит спокойствие, обычно наступает чуть после 6-7 раза. Столько и достаточно произносить каждый из этих слов. Итак, уговорить. Кедле бишен сахуравиме. Еще раз. Кедле бишен сахуравиме. Дальше. Набраться храбрости. Набраться храбрости, хитрости в этот момент, ловкости, чтобы получилось, как ты хочешь. Вот ты переживаешь, боишься, не знаешь, не уверена, сможешь, не сможешь, получится. Набраться храбрости. Слово кудиани. Кудиани вообще так переводится, как хитрая. Если уж прям дословно, хвостатая. Но хвостатые все понимают хитрость под это слово. А еще кудиани означает ведьма. Но оно произносится. Не могу объяснить, почему именно кудиани дает такой эффект. Но он дает этот эффект, и я вам передаю. Есть еще вещи, которые даже я не смогу до конца объяснить. Вот просто так делали, помогало, значит, древние колдуны знали какую-то тайну. Когда хотите вернуть домой, чтобы вернулся домой человек, или ребенок ваш, может, не выходит на связь, или животное ваше пропало, смотрите на входную дверь, представьте лицо человека или вашего питомца и говорите «Добру неба». Говорите это до 30 раз, желательно. Через некоторое время этот человек или питомец явится. Уже не раз было, и все эти скоропомощники именно или спасительные слова, которые направлены на возвращение живого существа, они всегда срабатывают. От нежелательных гостей. Когда гости не хотят уйти или не хотят уехать, или вы услышали, что они приедут, а вы очень не хотите, чтобы они приехали, или чтобы они приехали и быстрее уехали. Одним словом, от нежелательных гостей, даже от свекрови, от заловки, если вам надоели уже их походы. Говорите шепотом для себя, опять же, не при них. Можете отойти куда-нибудь и сказать «Мешинаури шен гареули». Еще раз. 6-7 раз произносите. Через некоторое время вы увидите, что они засобираются домой. Или позвонят, что-то скажут, или скажут, вы знаете, что-то подозрительно, у вас дома свет горит, может, к вам воры залезли. И они очень быстренько соберутся к себе домой. Еще раз. Мешинаури шен гареули. Мешинаури шен гареули. Кто знает грузинский язык, тот поймет, что это такое. Я не буду сейчас каждый раз переводы делать. Чтобы муж оставался дома. Вот чтобы муж оставался дома, чтобы никуда не уходил. Если его куда-то зовут, и вы не хотите, у вас тревога внутренняя, может, он пойдет пить, может, он пойдет к женщине, как вам кажется. Хотя, если он пойдет к женщине, я не советую ему закрывать дороги, и лучше дать ему чемодан в зубы и дать еще и пинка для ускорения. Но если вы хотите остановить, вот вам, пожалуйста, рецепт. Значит так. Смотрите в окно на дорогу, неважно, что у вас перед зданием, любая дорога, но внизу здания всегда есть дорога хотя бы для пешехода.
смотрите на дорогу и произносите 13 раз для себя шепотом вот это слово. Гзадахурва. Гзадахурва. И через некоторое время ваш муж или быстро вернется, или он вообще не пойдет никуда. Дальше. Дома начинается скандал, разговоры. Да не только дома. Может, на ковер к директору вас вызвали, разговаривают и так далее. Вот вы сидите там, записываете, значит, он ругается, говорит, вот, чтобы не дошло уже до вас, теперь вас разбирать по косточкам. Вы просто сделайте вид, что вы там что-то смотрите в тетради или где-то еще, и для себя несколько раз произнесите это слово. Через некоторое время у него слова закончатся, он замолчит. Неважно, где вы хотите этот конфликт закрыть. Уситхво. Уситхво. Вот так просто произносите. Можете и на него посмотреть, и вниз посмотреть, сказать снова. Уситхво. Несколько раз произнесете, через некоторое время у человека закончится словарный запас, или дома ругань перестанет, или муж соткнется. И наступит долгожданная тишина. Ну что сказать, пользуйтесь во благо, как я говорю, на здоровье. И помните того человека, кто вам это дарит. И от вас требуется только одно взамен. Уважение и человеческое отношение. Больше ничего. Все это даром. Всем удачи!